Медитация пробуждения. Встретим утро в окружении живой природы. Солнца еще не видно, но небесный свод уже начинает освещаться им из-за горизонта. Начинают проявляться очертания деревьев. Природа постепенно пробуждается. Еще затемно мы начинаем слышать песни первых ранних птах. И по мере того, как нарастает освещенность, растут и интенсивность, и эмоциональная насыщенность птичьих песен. Все искренне радуются началу нового дня. Будем учиться и мы воспринимать живой, естественный мир вокруг нас из духовных сердец. Для этого надо перенестись полностью концентрацией себя в духовные сердца. Центр самоощущения надо расположить в грудной клетке, в чакре Анахати. Чтобы максимально полно осуществить такой перенос концентрации, можно некоторое время понаблюдать изнутри грудной клетки за дыханием, за движением грудной клетки. Продолжаем наблюдать за дыханием. Духовное сердце обладает уникальным свойством. Оно позволяет расширять границы самоощущения. Мы, как духовные сердца, перестаем ощущать себя отдельностями, ограниченными своими телесными оболочками. Мы становимся частью гармонии окружающего мира, частью того волшебства, которое, возможно, прежде не замечали, мимо которого проходили, но не видели его. Духовное сердце также позволяет вместить красоту гармонии окружающего мира в себя, стать ее частью. Будем не сторонними наблюдателями, но соучастниками происходящего. Но чтобы бытие духовным сердцем стало естественным и незыблемым состоянием, нужно прилагать усилия. И одно из упражнений, которое может
нам помочь в таком преображении себя, это упражнение, которое получило название «Пробуждение». Но начнем мы с подготовительного упражнения умывания. Это упражнение лучше делать в положении стоя. Плечи расправлены, дышим полной грудью, удерживаем концентрацию в духовном сердце. Ощущаем, что мы стоим на берегу лесного озера, смотрим на поверхность воды, любуемся ею. Солнечные блики играют в ее легких колебаниях. Зачерпываем ладонями воду вместе с яркими солнечными бликами и, как при обычном умывании, опрокидываем пригоршню воды на лицо. Свежесть и чистота утра проникает вглубь лица и затем всей головы, стекают к подбородку, затем струятся далее по шее и по передней части туловища, унося с собой за пределы тела все то, что не соответствует чистоте утра, пронизанного нежным солнечным светом. Снова и снова черпаем ладонями воду, опрокидываем ее на лицо, руками души помогаем распределять потоки свежести и чистоты по лицу, по всей передней половине тела. Потом и по ногам, и по всему телу. Повторяем вновь и вновь такие движения, стараясь добиться в том числе максимального эмоционального эффекта. Каждый раз ощущаем, как волны свежести, проходя сквозь наши тела, заряжают нас бодростью. В этом упражнении участвуют и наши телесные руки, и руки, исходящие из духовных сердец, руки духовного сердца могут быть несравненно больше материальных рук.
Если обстановка вокруг нас не позволяет делать такие упражнения с использованием телесных рук, то мы можем действовать только руками, исходящими из духовного сердца. А теперь перейдем к упражнению пробуждения. Снова ощущаем себя в окружении гармонии и красоты живой природы. Легкий ветерок слегка шевелит наши волосы. Ласковое солнце касается своим теплом. Красота естественной живой природы проникает в самую глубь души. Чистота и свет не только со всех 4 сторон от тела, но и снизу, и сверху, относительно наших тел. Мы полностью обнажены и открыты для принятия всей этой красоты в себя. Поднимаем руки внутри себя, в глубине духовного сердца. Мы можем обратиться с просьбой к Богу, Святому Духу, помочь нам на пути преображения себя. Ощутим между поднятыми ладонями как бы облака сгустившегося света. Мы можем ощутить в ладонях легкое, приятное покалывание. Движениями рук мы как бы приглашаем этот живой свет в себя. Просим его пролиться сквозь наши тела и тем самым промывая и заполняя их. Повторим это несколько раз. Свежесть и блаженство утра, нежные трели птиц, мягкое, расслабляющее тепло от солнца и от света. Все это наполняет и преображает нас. В какой-то момент мы можем перейти к восприятию непрерывного потока света, льющемуся сверху, подобно водопаду. Все, что нужно
для этого сделать? Просто подставить себя и принять этот поток. Всюду вокруг мягкие и нежные потоки божественной любви. Они струятся сквозь тела, изливаются по рукам, по ногам, вымывая и размывая остатки того, что было в нас прежде. Радость и счастье наполняют нас. Мы можем начинать каждое утро с этого упражнения и вспоминать это состояние в течение всего дня. Успехов вам, друзья!